Преступления властителей нельзя вменять в вину тем, над кем они властвуют. Правительства подчас бывают бандитами, народы же никогда, говорил Виктор Гюго. Однако история XX и XXI века показали, как сильно заблуждался один из главных писателей французского романтизма, живший в XIX веке. Увы, правительства могут втягивать в свои преступления целые нации. Меня зовут Татьяна Шахматова, я филолог, писатель, преподаватель, кандидат филологических наук. И мы с вами продолжаем говорить о том, как пропаганда воздействует на широкие народные массы на примере нацистской Германии. В прошлом ролике, ссылка на который будет в описании, мы говорили о книгах, которые показывали процесс, как Германия садилась на информационную иглу нацистской пропаганды. А в этом ролике мы поговорим о книгах, которые описывают, как она с нее слезала. И я выбрала 3, как мне кажется, наиболее интересные книги, которые описывают этот процесс с разных сторон. Первая книга в моем списке – это Николас Статгард. Называется она «Мобилизованная нация. Германия в 1939-1945 годах». И здесь мы услышим голоса реальных немцев, что с ними происходило, как менялись их воззрения по мере течения войны. Эта книга поражает своим методом исследования. Дело в том, что Николас Статгард – ученый, историк, преподаватель Оксфорда, и он проделал очень любопытную вещь. Он создал 2 параллельных сюжета. Первый сюжет – это сюжет большой истории, где Статгард рассказывает о том, что происходило внутри Германии, о ее действиях на фронтах, о действиях союзников. А к этому историческому сюжету подверстан еще один сюжет, документальный. И это очень любопытно, потому что это письма, это записные книжки, это записи разных частных разговоров, даже медицинские карты он приводит в некоторых случаях, которые принадлежат обычным рядовым людям. Эти люди самых разных профессий, самых разных социальных слоев. Мы там встретим и крестьянина, и учителя, музыканта, фотокорреспондента, врача. В общем, самые-самые разные социальные слои. И переписки эти, разговоры эти, они частные. То есть людям не нужно притворяться, людям не нужно носить маску в таких разговорах. То есть они максимально искренны. И вот что любопытно. Большинство немцев начало войны, 1939 год, приняло без особого энтузиазма. Конечно, Гитлер с 1933 года рассказывал о том, что Германия находится в кольце врагов, о том, что еврейский заговор вокруг, о том, что немцам надо отстаивать свой особый немецкий путь, а весь мир против них. Вот в предыдущем ролике мы как раз это все обсуждали. Но простой рядовой немец, понимая все это и чувствуя, что да, наверное, действительно мир не прав, а мы правы, он, конечно, не очень хочет вставать со своего удобного места, бросать работу, жизнь, семью и идти куда-то там кого-то убивать и с кем-то расправляться. Например, учитель из Гиссена пишет домой жене по поводу начала войны. Ровно 1 сентября 1939 года он присылает ей письмо. «Войны можно было избежать. И для чего только мир не принял условий фюрера? Они ведь были вполне выполнимыми». И, конечно, он, кряхтя и с неохотой, собирается на войну. А что делать? Вот мир такой неправильный, немцы правы, надо отстаивать эту немецкую правильность. И мир, получается, что доигрался. Но дальше происходит что-то совершенно немыслимое. Армия Гитлера входит в Польшу, и, как нам известно из истории, начинаются жуткие совершенно зверства, в том числе и над мирным населением, не только над солдатами. Здесь у всякого здорового человека картина мира должна, если не треснуть, то хотя бы надломиться, да? Потому что причем здесь дети, причем здесь женщины, хотя бы такой вопрос должен возникнуть. Но в это время солдаты пишут с фронтов довольно спокойные письма. Например, вот такое: «Не будь здесь немецких военных, через 3 недели не осталось бы ни одного этнического немца». Пишут про жуткий фанатизм, который они увидели в глазах убитых ими же поляков.
мертвых уже, пишут про то, что даже не очень жалко скидывать в расстрельные рвы женщин и детей. В моду входят фотографии на фоне виселиц, на фоне вот этих расстрельных рвов. Пленки отсылаются домой, их там проявляют, и родственники возвращают эти фотографии солдатам, они их хранят на груди как знак особой доблести. Почему так происходит? Почему возникает такая жуткая мода? Откуда возникают эти письма? И вот здесь Статгард показывает, что именно в это время, когда армия входит в Польшу, пропаганда начинает накручивать градус и показывать, что это немцы являются жертвами в этой ситуации. А раз они являются жертвами, раз они обороняются, то убивать, в общем-то, не так уж и страшно. Причем неважно уже кого, без разбора. СМИ бесконечно пишут о том, что на приграничной территории между Польшей и Германией, вот в Силезии, была массовая депортация этнических немцев. Их якобы отправляли в концлагеря, которые поляки настроили где-то на востоке Польши, что, конечно, абсолютная чушь. Такие биолаборатории 1939 года, но, тем не менее, в эти сказки тогда верили. Рассказывают о массовых расстрелах, о массовых погромах, которые проводили поляки против немецкого населения. При этом, да, действительно, территория Силезии – это была территория особого напряжения, но погромы были взаимные, и поляков немцы громили не хуже, чем поляки приходили к немцам, но об одних случаях замалчивалось, а другие просто в десятки раз увеличивались. И, конечно, в такой ситуации немцы чувствовали, что они вправе спасти себя и этническое население Силезии. И вот в связи со всем этим такой интересный момент, о котором Статгард напрямую не пишет, но из его исследования это хорошо видно. Дело в том, что в начале 20 века психологи открыли о человеке такую интересную вещь, что ему приятно чувствовать целостность себя, целостность своей картины мира, которая воплощается, в общем, в очень таких простых, ясных образах. Человек не любит ничего усложнять, ему как раз проще, когда черное – это черное, белое – это белое, и вот он живет между этими понятными категориями своей какой-то такой понятной жизнью. И оказывается, пропаганда, в министерстве Геббельса работали люди далеко не глупые, пропаганда очень хорошо уже знает об этих открытиях, и она ими пользуется, всячески пытаясь упростить ситуацию до наиболее понятного уровня. И человеку, когда ему объясняют, что ты жертва, ты обороняешься, ему действительно проще в этой ситуации взять в руки оружие и пойти на своего соседа. Чтобы сохранить вот этот свой покой, чтобы защитить свой целостный мир, человек легко верит в подобные упрощения, потихоньку перестраивает свою психику. Вот это слово очень важное, он делает это медленно. Со стороны это может показаться, что человек деградирует, но, к сожалению, изнутри человеку кажется, что с ним все нормально, все в порядке. 39-й, 40-й, 41-й и 42-й годы – это время, когда среди немцев царствует вера в быструю победоносную войну и в ее необходимость. Здесь надо оговориться, что, конечно, у Гитлера была оппозиция. Многие, не согласные с его политикой, эмигрировали. Были среди немцев Ремарк, Томас Манн, Эйнштейн и многие другие. Но Статгард нам показывает именно сознание массового человека, сознание большинства. Это очень важно. По мере изменений ситуации на фронте, здесь ключевым моментом стал, конечно, 43-й год, Сталинград, сознание немцев начинает меняться. Но меняется оно таким удивительным, очень странным образом. Здесь с героями мы пройдем через страх, через неуверенность, депрессию, разочарование в Гитлере, разочарование в своих убеждениях. Но это такое еще разочарование, смешанное с обидой. И вот когда Германия уже разбита, когда союзники движутся навстречу друг другу, а от Рейха осталась только тонкая полоска, немцы оказываются настолько напуганы, что к ним возвращается иррациональная вера в чудо-оружие или вера в то, что США, Англия и Франция сейчас объединятся с Германией же,
и направить свои силы против большевистского СССР. Тоже очень такие странные оправдания они себе придумывают, очень странные отговорки. Все это конструируется, но это голоса живых людей, и, конечно, мы не можем им не верить. Но самое главное, что большинство, вплоть до 9 мая, продолжают верить в правоту Германии. И даже после 9 мая, когда Берлин уже взят, появляются вот такие высказывания. Например, писательница Герта Гебхард из Берлина возмущается тем, что евреев нужно пропускать в очередях за водой и едой впереди немцев. И она там иронизирует: ох, как будто бы мы все это время очень любили евреев. И высказывания ее, конечно, совершенно шовинистские. А союзники следят за тем, чтобы эти правила выполнялись. Журналистка из того же Берлина сетует, что художников, писателей и прочую творческую интеллигенцию согнали разбирать завалы. И она замечает: а Азия, конечно, торжествует. Ну, кто такая Азия, это понятно, это советские войска. Учительница из небольшого города где-то в центре Германии, как она сама выражается, трясется от ярости, когда ей приходится намазывать на хлеб масло для людей, освобожденных из концлагерей. Филолог Виктор Климперер, о книге которого «Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога» я рассказывала в предыдущем ролике, в этой книге является одним из персонажей, потому что он действительно всю войну ведет записные книжки, и далеко не все эти материалы вошли в его собственную книгу. И Климперер, он кочует по Германии, потому что Дрезден разбомбили, а он как раз жил в Дрездене, и ему приходится искать убежище, и во время этих своих переездов постоянных он встречается с большим количеством людей. Он с ними разговаривает и как раз пытается зафиксировать, как меняются настроения. Но к своему разочарованию он не может зафиксировать каких-то таких серьезных подвижек в сознании немцев. Ни о какой вине, ни о каком раскаянии там речи вообще не идет. Там скорее речь идет о страхе перед союзниками. Причем этот страх за те зверства, которые творила немецкая армия на территории Советского Союза, и за концлагеря. Вот тоже очень интересный момент, потому что большинство немцев впоследствии говорили, что они ничего не знали. Но вот эти разговоры Климперера свидетельствуют, что как раз-таки знали и прекрасно отдавали себе отчет. В основном рядовые немцы, воевавшие и в тылу, ищут виновников произошедшей катастрофы и назначают этими виновниками и руководство Германии, и, опять же, еврейский заговор, и большевиков, само собой, союзников, ну, кого угодно, только не самих себя. И вот это тоже очень любопытный психологический момент, о котором, опять же, писали психологи начала XX века, например, Эрих Фромм. Статгарт прямо об этом не говорит, но его работа прекрасно иллюстрирует выводы Эриха Фромма. Он описывал, как формируется общество фанатизма. И в этом обществе, во-первых, формируется такая вот непроницаемость сознания, когда даже факты реальной действительности не могут переубедить человека, если эти факты противоречат тем убеждениям, в которые он однажды поверил. А во-вторых, это отказ от собственной воли и, соответственно, отказ от вины и ответственности. Вся эта вина, вся ответственность, она как бы по блату перекладывается либо на всех членов этой группы, либо на авторитетов, за которыми эта группа следовала. И это тоже очень хорошо видно в рассказах респондентов. Виноват Гитлер, виноват он, кто угодно, ну а мы-то были просто обычными винтиками, мы простые люди, нас вот куда повели, туда мы и пошли. И еще очень ценно, что несмотря на то, что Статгарт ограничил в названии 1945 годом повествование своей книги, но по факту он идет гораздо дальше и рассказывает о том, как взгляды времен войны никуда не делись из немецкого общества вместе с падением нацистского правительства. Он приводит массу примеров, из которых даже, честно говоря, трудно выбрать наиболее поражающее воображение, но я все-таки такой нашла.
Например, в 1945-50 уже годах элементы истории еврейских концлагерей перерабатываются в элементы другой истории, как с немецкими солдатами якобы обращаются в Советском Союзе. И вот здесь любопытно снимаются фильмы, пишутся книги. Протестантские пасторы поднимают целую волну протестов, в которых говорится о том, что это не мы делали зверство, это сейчас с нами производят все эти ужасные вещи. Там, конечно, да, в концлагерях были плохие нацисты, а мы обычные люди, мы хотим просто жить. Там же просто солдаты, которые выполняли свой долг, они не виноваты. И получается вот действительно пример такого грандиозного психологического замещения. И в качестве такой прям конкретной истории через всю книгу проходит жизнь Ирен и Герхарда, двух реальных людей, состоявшаяся пара, у них уже 2 маленьких детей на момент начала войны. И это пример того, как можно вообще ничего не понять о происходящем вокруг и вообще никак не поменять своих взглядов, потому что они как вступили нацистами в эту войну, так оба они выжили, они из нее и вышли, но только уже потом такими нацистами, смирившимися со своим поражением. И они просто предпочли все забыть. Но я эту историю рассказывать не буду, потому что ее действительно лучше прочитать. Там настоящий роман получается. Итак, из книги Статгарта «Мобилизованная нация» мы узнаем. На широкие массы пропаганда действует. И действует она очень глубоко и губительно. Второе. Упрощение, фанатизм, иступленная вера в исключительность создает общество, которое с большим трудом избавляется потом от иллюзий. Третье. Никакого мгновенного прозрения после поражения не произойдет. Четвертое. Да, народ виноват. Его вину не всегда можно установить в судебном порядке, но моральная вина и ответственность существуют. И в том числе это вина поколения, развязавшего и одобрившего войну перед следующими поколениями. Пятое. Поколение, развязавшее войну, добровольно не захочет осознавать своих ошибок. Оно найдет в себе очень много оправданий. Как же все-таки работать с исторической травмой конкретному человеку? Что делать? На этот вопрос отвечает роман Гюнтера Грасса «Луковица памяти». Проблема в том, что писатели-современники нацизма очень редко о нем писали. Такая реакция шока, вытеснение, отрицание. Поколение детей гневно осуждало, пыталась тоже дистанцироваться. И только поколение внуков начинает открывать архивы, начинает вспоминать по мемуарам, по воспоминаниям своих дедушек, бабушек, то, что произошло с немецкой нацией. Так вот, Гюнтер Грасс является счастливым исключением из этой порочной цепочки. И исключение это для нас крайне ценное, потому что Грасс успел побывать и в Гитлер-Югенде, и послужить в СС. А потом он сумел эти свои воспоминания превратить в романы. Практически на протяжении всего творчества он размышлял над одними и теми же вопросами, получил за это Нобелевскую премию. И самое главное – это попытка осмыслить, как он, будучи искренне жертвой, да, считая себя искренне жертвой, осознал, что на самом деле он принадлежал все это время к группе палачей, и как он потом этого палача из себя выгонял. В романе «Луковица памяти» герой-повествователь и автор максимально слиты, то есть это фактически автобиографический роман. И здесь он пытается, раскрывая эту луковицу, ответить на вопросы, как целая нация, а самое главное, как он сам позволил, именно это слово использует Грасс, себя совратить. Как так получилось, что он не просто не знал, а не хотел знать? Как так получилось, что он не просто ничего не слышал, а не хотел слышать? В романе Грасса будет очень много потрясающих своей откровенностью эпизодов предъявления компромата на себя самого. Грасс рассказывает, как он упорствовал в своих убеждениях, как уже будучи в лагере по денацификации, в американском лагере,
Он продолжал считать, что все кадры из концлагерей – это голливудская постановка, что горы трупов – это бутафория. Более того, он продолжал задирать евреев, которые работали там вместе с немцами, но уже в качестве свободных наемных работников. И совершенно не зря в одном из интервью Грасс сказал, что мгновенное обращение к демократии поколения тушителей фугасов, как их называли, оно практически невозможно. Тушители фугасов – это дети и юноши, которые уже выросли в Третьем Рейхе, и когда союзники сбрасывали зажигательные бомбы на немецкие города, они помогали их тушить. Вот поэтому такое название. Грасс фиксирует, что сам он долго не мог поверить, вплоть до того, как нацистские преступники начали давать показания на Нюрнбергском процессе, а это был уже конец 1946 года. Почему случай Гюнтера Грасса уникален, свидетельствует исследование, которое предпринял немецкий историк и социолог Мальте Хервиг. Он разговаривал с писателями и с известными деятелями послевоенной Германии, как раз в поколении вот этих тушителей фугасов. О них ему было достоверно известно, что они либо состояли в Гитлер-Югенде, либо в НСДАП. Но ни один из них в этом либо просто не признавался, либо они начинали придумывать какие-то истории о том, что тех детей, которые состояли в Гитлер-Югенде, потом автоматически переводили в НСДАП, что они никаких заявлений не подавали, что это было сделано принудительно. Ну, в общем, очень много разных историй, которые были недостоверны, как Мальте Хервиг установил. Более того, у Хервига составилось такое убеждение, что вот это психологическое вытеснение памяти, оно произошло с людьми абсолютно, ну вот искренне здесь слово не подходит, но, наверное, так вот достоверно, да, по-настоящему оно произошло. И он пишет, что они не могли бы вспомнить, как подписывали это заявление, даже если бы и на самом деле хотели. И вот из этого поколения публично признался только Гюнтер Грасс. Итак, из книги Гюнтера Грасса «Луковица памяти» мы узнаем. Первое. О методе задавания самому себе неудобных вопросов. Второе. Как рассказывать о стыдном, глупом, травмирующем опыте собственной истории. Третье. Как через признание вины вернуть целостность своей личности. Третья книга – это Себастьян Хафнер «История одного немца». В России эту книгу заметили только после 2022 года, хотя вышла она в 2016. И не мудрено. Хафнер тонко анализирует постепенные этапы попадания частного человека и всего его окружения, его семьи в токсичную тоталитарную среду. Причем он фиксирует закрепощение воли, паралич воли, как он его называет, даже у людей, которые изначально были против войны и были не согласны с политикой Гитлера. Причем Хафнер начинает издалека. Мы встретим героя этой книги, 7-летним мальчиком, который с восторгом верит пропагандистским сводкам с Первой еще мировой войны. И поражение в Первой мировой войне для него становится абсолютной неожиданностью, потому что сводки эти были исключительно о победах. Он испытывает острое недоверие, разочарование, Германии просто не дали выиграть. И Хафнер очень здорово описывает такую пропагандистскую черту, как упрощение, вот о которой мы говорили в самом начале. 7-летний мальчик вдруг с удивлением обнаруживает, что в газетах ему все понятно. Он пишет так. «В один прекрасный день я начал читать газеты и поразился тому, с какой легкостью я там все понимаю. Мне дали карту Европы, и с первого взгляда я понял, что мы запросто разделаемся с Францией и Англией, но испытал смутный ужас перед огромностью России. Однако же позволил успокоить себя тем, что устрашающая многочисленность русских ничего не значит при их невероятной глупости, распущенности и беспробудном пьянстве». «Германия не проиграла», — восклицает этот 7-летний мальчик, и потом Хафнер показывает, как на этом ресентименте
строилась нацистская реваншистская пропаганда. Ну, а расстанемся мы с героем Хафнера в 1933 году. На нем военная форма, сапоги, свастика, все как положено. Он проходит тренировку в военном лагере, но именно в этом 1933 году Хафнер уволится из Верховного апелляционного суда, он юрист по профессии, в знак протеста против бойкота еврейских учреждений, когда евреям фактически запрещают торговать, лечить, учить и так далее. Сформируются вот эти гетто. И в 1938 году Хафнер эмигрирует в Англию. Книга рассказывает очень подробно о том, как в нем формировалось это убеждение, как на одной чаше весов лежала любовь к родине, любовь к своей семье, к своей профессии, потому что трудно юристу на другом языке будет вести практику, нужно переучиваться, любовь к своему привычному кругу, а на другой стороне весов лежала террористическая деятельность немецкого правительства, ложь и прочие вещи, с которыми не мог согласиться герой этой книги. Книга Хафнера – это такая история, противоположная тому, что рассказывает нам Гюнтер Грасс. Хафнер относится к поколению отцов, к поколению, развязавшим эту войну, но, тем не менее, он нашел силы, чтобы отречься от национал-социализма, уехать со своей родины, не поддержать ее ресентимент, и в 1938 году он становится политическим эмигрантом. И это, пожалуй, один из самых важных выводов этой книги, что человек, любящий свою родину, любящий свою страну и свой народ по-настоящему, не должен подстраиваться под власть, которая лжет и проповедует террор. Ну и, помимо прочего, эта книга еще и очень интересный учебник по пропаганде, который, видимо, проштудировали уже современные читатели, к сожалению. Например, Хафнер фиксирует, как купировала пропаганда те или иные настроения в обществе. Если, допустим, крепкие профессионалы, которые всегда немножко в оппозиции к власти, поскольку они чувствуют свою востребованность на рынке труда, свои силы, может быть, даже возможности к переезду, то к ним пропаганда применяла такой способ статистического хвастовства, как его называет Хафнер. То есть обрушивалась огнем статистик, как у нас все прекрасно, какие у нас выработки, какие у нас достижения. И профессионалы так как-то немножко замолкали, да? Уже боялись что-то сказать против Гитлера, потому что вроде как вот реальные достижения. А люди, которые хотели просто жить своей жизнью, ни во что не вмешиваться, мы люди маленькие, для них тоже существовал целый пул различных развлечений, где вообще ничего не говорилось о политике и так далее. То есть он прям перечисляет эти различные способы, их немало, и в каждое время, в зависимости от того, какое общество, в зависимости от того, какие возможности у пропагандирования, да, чисто технические возможности, то или иное государство берет на вооружение те или иные методы. И это тоже очень любопытный момент этой книги. Итак, процесс осознания, возвращения к нормальной жизни, примирения, процесс осознания вины и заглаживания этой вины. Это очень трудный путь, в который, к сожалению, далеко не все граждане страны-агрессора хотят выступать добровольно. Но, к счастью, у нас есть положительный пример немецкого общества, масса хороших книг, написанных на эту тему, и я надеюсь, они нам помогут. А мне хотелось бы узнать, какие соответствия и параллели между пропагандой немецкой Германии и современной пропагандой, может быть, видите вы. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне всегда очень интересно их читать и с вами общаться. Я обязательно всем отвечу. С вами была Татьяна Шахматова. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Времена сейчас сложные, и осмыслять их лучше вместе. Пока.